Всем привет. Привет. Добрый вечер. Девушки и мужчины, и парни, и мальчики. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Сейчас мы с вами будем проводить эфир. Буду отвечать на ваши вопросы. Голос у меня, как видите, постепенно уже приходит в норму. Все меньше и меньше западает и заваливается. Это все теплое солнышко и, конечно же, здоровый образ жизни. Ну, в смысле занятия спортом. И прием лекарственных средств. В общем, это просто все вместе взятое. И все будет хорошо. Так. Павел, привет, дорогой. Так, сейчас, секундочку. Заусенец. Сука, вылез, блядь. Здравствуйте. Если мы постоянно раз в месяц выясняем отношения, это нормально? Это идеально. Это идеально. Есть такое заблуждение у многих семейных пар, что ругаться это плохо. Что ругаться это показатель некой деструктивности и дисфункциональности семейных отношений. На самом деле, наоборот, если в семье происходят конфликты, значит, люди заявляют о своих чувствах, о своем несогласии, о каких-то травмах, о каких-то страхах. Никитос, привет. И это абсолютная норма, выяснять отношения. Но все зависит от того, как вы это делаете. Это может быть конструктивный диалог. Это может быть конструктивное выяснение отношений. Это может быть конструктивный спор. Это может быть конструктивный скандал. А может быть наоборот, когда вы в отношениях с партнером во время конфликта начинаете прибегать к различным формам насилия. От интеллектуального, заканчивая эмоционально-психологическим. И самое страшное, вот на что нужно обратить внимание, когда ссоры происходят из-за одних и тех же событий. Это уже говорит о том, что в семье отсутствует возможность договариваться. А договоренности в партнерстве, они имеют основополагающий смысл. И если оба партнера не способны договориться, здесь либо проблема в одном из них, либо проблема сразу в двух. Я приведу элементарный пример. Муж и жена постоянно выясняют отношения из-за того, что, например, мужчина не сдерживает свое слово. Одно и то же все время. И эти скандалы, как показывает моя практика, могут длиться годами. У некоторых людей это происходит, они там выясняют отношения именно на основании исключительно одного какого-то проявления со стороны мужчины годами, десятилетиями. Это уже показатель незрелости. Мы не будем говорить сейчас там про тупость, про отсутствие интеллекта. Нет, это просто отсутствие зрелости. А если у вас происходят конфликты и споры, это обычные, нормальные, дышащие отношения. Они дышат, они живут. Все ругаются. Психологи ругаются, психотерапевты ругаются, психиатры вообще издеваются друг над другом. Большая часть, я вам так скажу честно. Нет семей, в которых нет конфликтов. Главное не переходить уже в нарушение границ личного пространства и не подвергать своего партнера насилию ни в коем случае. Так. Не общаюсь с мамой 3 года. Оскорбила меня очень сильно. Это нормально с моей стороны? Мне 42. Ну, вам решать, нормально это или нет, не общаться с мамой 3 года. Это во-первых. Во-вторых, вот этот срок необщения с мамой в 3 года свидетельствует, он характеризует вас. Он не характеризует маму. А характеризует он вас, если мы берем психотерапию,
с позиции отсутствия сепарации. Никак по-другому. Так как у вас присутствует еще очень сильная взаимосвязь, и вы взаимосвязаны эмоционально, интеллектуально, психологической пуповиной, и не сепарировались от мамы, вне зависимости от того, что вам 42 года, вы где-то подзастряли на каком-то возрастном периоде, и сепарация не произошла. Любые отношения с мамой, агрессия, обиды, чувство вины, чувство стыда, конфликты, игнорирование, отстраненность, нежелание общаться, говорят о том, что отсутствует сепарация. Я не говорю о том, что каждая женщина должна любить свою маму. Мамы бывают разными абсолютно. Есть мамы, которые воспитывали своих детей в любви, в заботе, в ласке. Есть мамы-насильницы, есть мамы-абьюзеры, есть опасные мамы, рядом с которыми опасно даже находиться. И мы сейчас не будем их осуждать. Но если вы в отношениях с ними не прошли сепарацию, проблемы будут у вас. У ваших мам и так уже проблема есть. Вы ее не решите, если они этого не хотят. Но проблему нужно решать вам. Я, кстати, у меня есть эта тема на курсе «Удобно или уникально». У меня в понедельник стартует бесплатная программа. Называется «Я такая одна, удобная или уникальная». И там я очень подробно рассказываю про сепарацию от родителей, от мамы и от папы. Это очень важно. Сепарация – это не что-то метафорическое, аллегорическое. Это абсолютно научно подтвержденные факты, психотерапевтические, на основании которых происходит разрыв, когда вы уходите в этапы взросления, будучи уже взрослой. Потому что есть женщины, которым уже по 40 лет, а они застряли в возрасте 15. И любую ситуацию в жизни, стрессовую, они проваливаются в свой психологический возраст. Биологически они взрослые, психологически они маленькие. Это очень небезопасная история для женской психики. Нужно все уравновесить. Психологический возраст должен соответствовать биологическому, никак по-другому. Если этого не будет, вы будете действовать на основании своего внутреннего возраста. Он, как правило, еще раз повторюсь, зациклен на страхах, определенных установках, на барьерах внутренних, с которыми многие женщины не могут справиться самостоятельно. Если мужчина ненавидит нынешнего мужа бывшей жены, это говорит о том, что у него осталось чувство к бывшей жене. Это говорит о том, что он сомневается, что у него член больше, чем у нынешнего мужа. Это говорит о том, что он проигрывает в конкурентной битве с новым самцом своей бывшей женщины. Это говорит о его слабости, об его неуверенности. Он может прикрываться чем угодно и рассказывать все, что угодно. Уверенный в себе мужчина, сильный, отчасти самовлюбленный, в такой здравой самовлюбленности мужской. Самовлюбленность мужская, она не основана на красоте и форме его ягодиц и, конечно же, форме носа, а все исключительно на достижениях. Он влюблен в свои достижения, в свои действия, в свои победы. И если такой мужчина есть, ему вообще насрать, какой мужчина у его женщины бывшей. Он его не воспринимает как конкурента. Он для него не конкурентно способен. Если мужчина на этом зациклен, там есть внутренний конфликт. Нужно понять и разобраться, почему он так реагирует и почему он вообще не способен воспринимать адекватно появление нового мужчины в жизни бывшей своей жены. Как выйти из депрессии? Уже 2 месяца в депрессиях. Во-первых, самостоятельно диагностировать депрессию не нужно, это раз. Во-вторых, 2 месяца, это что вы там сидите и делаете? Если бы у вас температура была 2 месяца, если бы у вас понос был 2 месяца, у вас состояние организма стрессовое, ушли в себя и называете это депрессией. Для этого необходимо обратиться к специалисту, который в соответствии с протоколом будет работать с вами и понимать и определять, действительно ли у вас депрессия, с чем она вызвана.
Поэтому не занимайтесь самолечением там, и тем более я вам не отвечу на этот вопрос здесь в прямом эфире. Необходима для этого подробная работа с вами. Как попасть на программу «Удобно или уникально»? У меня ссылка находится в шапке профиля. Переходите, там написано Марк Бартон, психолог, телеведущий. Нажимаете на ссылочку ниже, выбираете программу «Удобно или уникально» и присоединяйтесь. Так. Марк, как объяснить молодому человеку, что я против одалживать ему деньги? Считаю, что мужчина должен рассчитывать на себя. Обижается, давит на то, что, мол, мы близкие люди. Пошел он нахуй. Простите меня за такую грубость. Пусть он, блядь, жалуется своим друзьям идет, своим родителям. Пусть он дрочит, но он не имеет права находиться рядом с женщиной, если не способен себя прокормить. Поставим на этом точку. И запомните это раз и навсегда. Если мужчина не может прокормить себя, он не имеет права не то, чтобы быть с женщиной рядом в компании, он не имеет права с ней спать, он не имеет права с ней быть в отношениях. Он должен идти, сука, и работать, блядь, в 3 смены и заниматься своей самореализацией. А не, блядь, сидеть и у девочки, блядь, просить деньги. Дай мне на проезд, на бензин. В щель. Кобыле в трещину его отправляйте. У меня нет денег. Они у меня отсутствуют. Я нуждаюсь в том, чтобы мне давали деньги. Это же, ну, я не буду больше ругаться, простите. Буду культурно себя вести. Это же ужас, да? На каких женщин обращают внимание мужчины? На ухоженных, на красивых, от них приятно пахнет, она идет вся из себя. Он же не смотрит на какую-то замухрышку, правда? Смотрит на красивую ухоженную женщину. Несколько вариантов есть, где она взяла деньги. Первое. У нее есть мужик, который ей дает деньги, и она одевается, наряжается и следит за собой. Второе. У нее есть любовник, который ей дает деньги. У нее есть работа хорошая, либо свое дело. И она сама зарабатывает. И как бы во всех 3 вариантах стрёмно быть таким, знаете, раздолбаем, потому что ты проигрываешь сразу во всех позициях. Любовнику, мужу и даже самой женщине. Если она, девочка, умудрилась себе купить эту сумочку, эти духи, эту машину, оплатить квартиру, заработать себе на жизнь. И тут появляется какое-то говно, которое возомнило себя мужчиной, вместо того, чтобы идти, сука, работать в цеху, блин, каком-то, грузить там картошку, копать, заниматься саморазвитием, он ориентируется на твердость своего члена, считая себя мужиком, и приходит, типа, дай мне еще денег, блин. С хрена ли? С такими, вот, запомните одну простую вещь. С каким мужчиной женщина спит, такую энергию она получает. Если вы спите с мужиком-бездельником, он в вас сливает энергию бездельника. А почему он это делает? Очень простой принцип. Мы в сексуальной близости друг с другом, мужчина и женщина, действуем по следующему принципу. Мужчина ложится в постель к женщине, чтобы разрядиться в нее энергией, сбросить ее. Как с дамбы сбрасывают воду, он сбрасывает эту энергию в женщину. Женщина впитывает в себя, она заряжается этой энергией. Вот когда вы спите с алканавтом, и он в вас сбрасывает энергию алкоголика, вы потом ходите и думаете, блядь, почему у меня ничего не получается, меня никто не ценит, не любит. Да потому что ты пропитана энергией алкаша. В тебе был член алкоголика, наркомана, бездельника мужчины. Человека, который не способен себя прокормить, неудачника какого-то засранца, маменькиного сыночка, абьюзера. Это вся энергия в тебе. Ты пахнешь этой энергией. Весь мир начинает окружать тебя соответствующей реакцией. И возникает вопрос, почему же нет несправедливости в этом мире? В этом мире есть законы. Если ты спишь с уверенным в себе, достойным, успешным мужчиной, он тебя заражает вот этой энергией.
Если ты спишь с мудозвоном, он тебя заражает мудозвонской энергией. Еще и различными болячками и нищету тебе передает свою. Поэтому перестаньте, пожалуйста, спать с бездельниками. Пусть они дрочат и тусуются друг с другом. У них всегда найдется общая тема для рассуждений. Нет, вы там идете и ложитесь в постель. У него денег нет эклер купить вам с чашкой кофе. А вы с ним спите. Вы с ним спите. Сынулечка, привет, мой дорогой. Руслан пишет. Короче, Марк нужно рвать на немецкий крест жопу. Понял. Да, Руслан, дорогой мой брат, как я тебе как к мужчине обращаюсь. Я же знаю, что такое быть неудачником. Я знаю, что такое быть лохом. Я знаю, что такое быть, блядь, без денег. Терпеть кучу поражений. Быть в нищете. Жрать, блин, подножный корм. Я это все прожил на своей шкуре. Мне не нужно, я не рассказываю это из книжек. Я делюсь исключительно своим опытом. Особенно в общении с мужчинами. И я тебе скажу очень простую вещь. Не важно, сколько ты зарабатываешь. Важно, что ты работаешь. Это ключевое. Мужчина, который работает, мужчина, который просыпается каждый день и знает, что у него есть цель в жизни, он должен и работать, и заниматься сексом, и быть в состоянии принятия, и когда его женщина любит, холит и лелеет. Это нормально. Я сейчас говорю про мужчин, которые не хотят ничего делать. Он лежит на диване, он там пукает в простынь, пьет пивас и ждет, когда на него снизойдет, значит, какая-то мысль. Вот. Это все очень такая история, я вам скажу, не для женщин со здоровой психикой. Мама молодого человека звонит каждые 2 часа, когда мы вместе. Да и пусть звонит. Ну вот у нее травма, она боится, что ребенок ее уходит куда-то. Значит, и вы его похитительница. Переживать. Она воспитывала его для себя, а не для вас. Это ее мировосприятие жизни, сына. Ей очень тревожно сейчас, что он не с ней. Оставьте. Вот не нужно конкурировать с мамами. Оставьте их в покое. Мама это отдельная история. Она может быть вообще как бы, даже пусть она даже не права в чем-то. Оставьте их отношения им. Пускай они там занимаются своими делами. Дауд, братское сердце. Привет, дорогой. Я тебе желаю, чтобы у тебя все хорошо было. В твоем непростом и очень рискованном деле. И пусть тебя Всевышний хранит на пути твоем, и твою семью, и твоего суперсына. Он у тебя очень классный. Расстались с парнем, как избавиться от ломки? Хочется постоянно вернуться. Это естественный процесс. Ломка после расставания – естественный процесс. Вы должны понимать, что у вас весь организм адаптировался за время отношений друг к другу. Центральная нервная система, вегетативная нервная система, репродуктивная система, гормональная система, мозговые центры, нейроассоциативный ресурс. Можно перечислять очень много. Это все действовало по определенным законам и правилам. Сейчас этого всего нет. Но осталась потребность, есть привычка, есть рефлексы. Необходимо время для того, чтобы все восстановилось, вернулось на круги своя. Дауд, благодарю тебя, дорогой. Благодарю. Парень бесит по мелочам. Постоянно хочу расстаться. Как быть? Сесть на велосипед и поехать к психотерапевту. Когда вас беспричинно бесит что-то в партнере, это говорит не о том, что у вас партнер проблемный. Это говорит о том, что у вас что-то с кукушкой. И нужно ку-ку-ку-ку ехать сразу в кабинет специалиста. Так. Секунду. Мужчина кормит, дарит цветы, организовывает отдых, но денежку не дает. Надо просить, не пойму. Или это такой тип мужчин, который радует
себя, создавая атмосферу. Ах, как вам не... Сейчас, секундочку. Юля. Кормит, цветочки покупает, подарочки дарит. А вот денежку не дает. Вот говнюк. Так и хочется сказать. Но почему он говнюк? У каждого человека есть свой язык любви. Для одного это болтология, болтовня. Он сидит по ужам, такой лирик, и он рассказывает своей женщине: ты космос и моя вселенная. Засыпая этой ночью под луною, я представлял тебя, идущей босою по утренней росе. И ты присела на скамейку под деревом, и я нагнулся и смахнул росу с ног твоих ресницами своими. Она там аж в экстаз входит. Есть другие мужчины, для них слова любви вообще чужды. Он не знает, как женщине сказать о своих чувствах. Его разорвет на части. У него произойдет такое, знаете, распадение, распад на атомы. Его тело распадется на атомы, если он признается женщине в любви. Ему проще пойти за цветами, купить ей, я хотел сказать, мясо, кто-нибудь, кто-то и мясо, купить ей, значит, там конфеты, духи, подарок, сумку, прийти и с выпученными глазами, с ощущением победы, смотреть на нее и радоваться. Вот. И у каждого человека по-разному все. И есть люди, которые вкладывают в одно действие всю душу и сердце, а это действие не удовлетворяет противоположную сторону. И получается такая нестыковка. Поэтому здесь важно поговорить, сесть. Это первый момент. Ну и, конечно, мужчина любит, когда у него не попрошайничают, а просят. Когда женщина ласковым голосочком, как кошечка, говорит: любимый, солнышко мое, у меня там сломался каблучок на моих туфликах. Теперь хожу, одна нога выше, другая ниже. Да еще и прорвался мизинец, на улице мороз. Пальчик мерзнет. Ты спрашивал, почему он такой синий. Вот от холода синий. Там в обморок упадите, я не знаю, что-нибудь надо, как-то поиграть. Это вам известно, ваш мужчина вам известен. Хотя вот пишет девушка, что мне мясо покупали, знаю, что я его люблю. Есть. У меня тоже были такие в терапии женщины, которые рассказывали: вот он приходит ко мне с цветами и с конфетами. Нахер мне твои цветы, она говорит. Принеси мне колбасы докторской, вырезки кусочек, там сырика, чтобы я бутерброд себе утром съела. И буду сидеть и есть и думать: вот мне Гриша принес колбаску. Масло мажу, Гриша принес. Колбасу режу, Гриша принес. Хлеб режу, Гриша принес. Везде Гриша. Вот. Можно ли в 35 с двумя детьми начинать отношения? Или уже поздновато? И не стоит, не хочу второй раз наступить на те же грабли. Олеся, вот это заблуждение всех женщин. Почему тут дети ваши вообще? Вот можно ли девушке в 35 лет быть счастливой и выйти замуж? Детей вот в это предложение вставлять не надо. Можно ли маме двоих детей? Почему тут ваши дети? Мужчины с детьми не знакомятся. Мужчина знакомится с женщинами. Женщина в здоровой самооценке, в зрелой самооценке. Без блоков, с проявленной сексуальностью, с проявленной самоценностью. У нее 5 детей будет, очередь мужиков будет стоять и говорит: выходи за меня замуж, я хочу быть вместе. Неуверенная в себе женщина, подавленная, с подавленной женственностью, сексуальностью, будет одна, без детей. Будет яркой внешности. Максимум, что от нее будут хотеть, это быстрых отношений. Точка. Точка. Никто на ней никогда не женится. Не будет нужна. 35 лет это что такое вообще? Молодая женщина, сомневающаяся в своей женственности. Вам прямая дорога ко мне на курс. Сейчас эфир досмотрите, заходите ко мне в шапку профиля, на мою страничку Инстаграм. Ниже есть ссылка, нажимаете, выбираете. Я такая одна, удобная или уникальная. Это курс для женщин, для диагностики своего состояния. Мы диагностируем за 5 дней сексуальность, самооценку,
работаем с самоценностью вашей, с женственностью. Поэтому, пожалуйста, все желающие, welcome. Ничего платить не нужно. Из любой точки мира присоединяйтесь. У меня у подруги 29 лет, 5 детей. Она вышла замуж, родила 6-го. У них все замечательно. Вот видите? Видите, как хорошо. 5 детей. Родила 6-го. Так, 44. Слушайте, ну можно и в 80 лет стать счастливой. Все зависит от того, благодаря чему вы хотите стать счастливой. Ведь многие женщины хотят в большей степени обрести счастье в отношениях с мужчиной. Но при этом не понимают, что идти в отношения с мужчиной нужно уже счастливой. Приходить туда унылым говном не надо. Равно как и мужчине унылому говну не нужно приходить в отношения с женщиной. Вы туда не идете к психотерапевту, вы туда не идете выговориться, рассказать о своем прошлом несчастном. Это все допустимо. Да, вы можете рассказать все, что хотите друг другу. Но приходить в отношения несчастливыми нельзя. Нужно стать счастливыми наедине с собой. Нужно сформировать в себе самоценность, любовь, заботу, внимание, принятие себя. Чтобы вам было радостно от того, что вы есть у себя. И когда появляется партнер в жизни, вы не приходите в его жизнь как вампир. И не используете его как донора. Женщины, которые хотят избежать одиночества, грусти, печали, еще чего-то, уйти от своих страхов, бегут искать мужика срочно, потому что ей 50. Это женщины, как правило, вампиры. Они не приходят делиться в отношения, они приходят забирать. С ними мужчины не хотят быть, они хотят тоже получать. Это очень несправедливо. Справедливость вообще такой термин в психологии очень неуместный. Но я все-таки повторюсь, это как-то получается несправедливо, несмотря на неуместность. Слишком много завышенных требований у женщин к мужчинам и несоответствие многих женщин мужчинам. Вот у меня, кстати, на моей программе «Удобно или уникально» есть вебинар «Как выйти замуж за достойного мужчину», где я очень подробно рассказываю, кто такой достойный мужчина, какая женщина ему нужна. Я объясню почему. Большая часть женщин, которые кричат «достойных мужиков не осталось», на 100% не готовы к отношениям с достойным мужчиной. Встретив достойного мужчину, они сбегут от него, либо он сбежит от них. И никогда они вместе не будут. А все по одной простой причине. Достойному мужчине нужна уверенная в себе, любящая себя женщина. Без каких-либо ебушка-воробушка в голове, простите меня. Много работающий парень пишет, когда захочет. Может пропасть на 1-3 дня. Общаемся 4 месяца, ухаживает, но есть сомнения в его намерениях. Тут нужно проговорить с ним это. Я не знаю, что это такая за занятость, когда ты не можешь общаться со своей женщиной. Всегда можно найти там минутку написать. С Приднестровья привет. Из Приднестровья привет. Эндрю Шоп. И вам тоже привет. Приднестровье, родное мое. Если девушка никогда не выйдет замуж и всю жизнь проживет одна, это не есть хорошо? Если вам хорошо, это значит хорошо. У каждого человека есть свой запрос на жизнь. Есть социальные нормы, шаблонные мнения. Есть индивидуальные потребности. Есть люди, которым хорошо быть в браке, в союзе. Им нужен партнер. И они счастливы от этого. Есть люди,
которым не нужна семья. И они счастливы от этого. И никто из них, ни тот, ни другой не имеет права кричать: тебе надо семью, тебе надо детей. Вы со своими рекомендациями притесь, на биржевые торги. И там рекомендуйте. Но не надо рекомендовать другому человеку устраивать его жизнь. Кто как хочет, так и живет. Главное, чтобы при этом не страдало окружение, близкие родственники, соседи и просто общество. Чтобы это не несло никакой угрозы людям. Ну, естественно, вам тоже. Поэтому, если вам кто-то там впаривает обратное, развернулись и ушли. Почему мужчина, еще раз пробую, пишет Ника, уходит молча, потом снова появляется? Ника, знаете почему? Вот есть люди, у которых присутствуют определенные жизненные принципы, ценности. Ладно, не буду говорить про принципы, скажу про ценности. И в соответствии с этими ценностями они свою жизнь, естественно, выстраивают. Если ваша ценность – это осознанный, зрелый мужчина, вы никогда подобного проявления не будете терпеть. Если у вас нет такой ценности, а это просто мысли, вы будете терпеть. Вы будете терпеть. Вот скажите, пожалуйста, когда в вагоне метро закрываются двери, и мужской либо женский голос говорит: осторожно, двери закрываются. Двери подстраиваются под каждого человека, пытающегося забежать в нее во всех вагонах метро. Нет, конечно. Есть общая система. Внимание, двери закрываются. Хуяк. Простите. Прижала, не прижала, там ногу отдавила. Никого не интересует. Так же и здесь. Вот у вас есть определенная система. Со мной рядом не может быть мужчины, который пропадает, появляется, там еще что-то, без каких-то причин. Если мужика не ранило в бок, либо в голову, и он без объяснения причин пропал, вы ему нахрен не нужны. Запомните это раз и навсегда. Вот если он после ранения в голову пришел в себя и говорит: еле выжил, был в коме, поэтому не написал, не позвонил, его можно обнять и сказать: я тебя ждала, скучала по тебе. Если он рассказывает вам истории какие-то, пропал он там, еще что-то, потом появился, это не к нему вопрос. Он такой, какой он есть. Он как двери в метро, закрываются и открываются. А ваш выбор уже состоит в том, подставлять голову в открытую дверь, либо ногу туда засунуть, либо руку. Дима, дорогой мой, привет. Тебя очень не хватает здесь, правда. Я только сегодня об этом думал, сидел. Если бы ты был с нами, было бы очень круто. У нас сегодня была стратегическая сессия с ребятами. Вот. Я скоро буду запускать программу индивидуального наставничества, где будет ограниченная группа людей, всего 12 человек. И я буду заниматься их, так сказать, раскрытием их скрытых возможностей и потенциала на протяжении 6 месяцев. И история такая не дешевая, но результат того стоит. Так. Гостевой брак или гостевые отношения – это нормально, формат для женщины. Я только что сказал до этого. Вам хорошо? Вперед. Делайте как хотите. Не надо ориентироваться ни на кого. Еще раз повторюсь. Если от ваших действий не страдает ваше окружение, и речь идет об угрозе их жизни и безопасности и здоровью, никого не должно интересовать, как вы живете. Вас устраивают свободные отношения, это ваш выбор.
вам с ним жить. Если вы когда-нибудь поменяете свое мнение, вы сделаете по-другому. Переубеждать себя не нужно. И тем более просить, чтобы вас переубедил кто-то со стороны. А вот все, что касается вашего мнения по поводу свободных отношений в браке, это уже немножечко как бы, ну, про нелюбовь к себе, про уничтоженную самооценку низкую, про избегающий тип личности. Ой, огромное количество людей находятся в свободных отношениях в браке, называя это, ну, чуть ли там, доверие, там, и что там, пускай живет, как он хочет. Ну, давайте, я, возможно, грубо скажу, но если человек, например, болен сифилисом, мы же не можем сказать, что у него насморк, правда? Так же и здесь. Но если эти люди больны, и они не знают, что такое отношения, ну как мы сейчас можем говорить, что они здоровы? Это люди, которые нуждаются в терапии. Что-то ваш вид не очень. Устали или выпили. Да вы же не видите, что я пьяный в говно? Чего вы ерунду пишете? Устали или выпили? Устал я и не устал, и не выпил. Просто у меня голос севший. А глаза, у меня глаза, да, воспаленные, капли капают. Устали или выпили. Чтоб вы увидели, что я выпил, мне нужно ведро выпить. А я столько не пью. Мне на тренировку утром. Ваш новый продукт ориентирован на мужчин. Нет, я в наставничество беру группу из 12 человек. Неважно, мужчины, женщины. Не имеет значения. Почему молодой человек не зовет жить к себе после года отношений? Слава Богу, не надо никуда идти, это раз, жить с ним после года отношений. А естественно, зачем ему? Вы задайте себе вопрос. Что появится в его жизни, кроме геморроя и обязательств, с момента вашего появления в общей территории? Вот ничего. Я сейчас конкретно про него говорю. Если мы говорим про любовь, про потребность мужчины в женщине, он нуждается в ней, он сам хочет ее овладеть ей, жить с ней, жениться на ней. Если не хочет, значит у него все хорошо. Значит, он воспринимает вас как проблему. Как по мне, очень добрый человек. Я не злой, никогда злым не был. Абсолютно. В книгах пишут, что любовь длится 3 года. У меня было 5 лет. Это что вообще? Лена. Мне вот интересно, как эти люди, которые утверждают, что любовь длится 3 года, определяют это. Вот есть 3-литровый бутылек с компотом. И можно определить, когда он закончится, правда? Вы наливаете в емкости определенные и видите, что вот скоро конец, все закончилось. Есть объем бензина в баке. И стрелка показывает, что там уже он заканчивается. Как можно определить завершающуюся любовь? Можно определить уровень гормонального всплеска в состоянии влюбленности. Когда мужчина и женщина встречаются, знакомятся, у них начинается адаптация, яркость, сексуальная энергия, эмоциональность. Вот это состояние влюбленности можно с научной точки зрения зафиксировать. Биохимически. А постепенно люди адаптируются. И любовь, она в принципе не проходит никогда. От слова совсем, если это любовь. Если это влюбленность, зависимость, созависимость какая-то, это, да, будет длиться сколько там, какие-то определенные промежутки временные.
Никак по-другому. Любовь, она многогранна. Любовь, это не про бабочки в животе. Любовь, она допускает разные проявления мужчины и женщины. Когда вы хотите друг друга безумно, когда вы устали друг от друга безумно, когда вы безумно друг друга бесите, а потом безумно хотите помириться, когда вы друг друга раздражаете, а потом понимаете, что вы самые близкие люди, когда вы друг на друга злитесь, а потом просите прощения, когда вы готовы своему партнеру высказать все, что вы о нем думаете, но потом обнаруживаете в нем то, что привлекло вас когда-то, и умолкаете и замолкаете. Любовь, это не про страстные поцелуи 24/7. И любовь, это не про постоянную идиллию. Любовь про осознанность двух людей, про понимание того, что мы разные. И на основании этой разности мы должны построить счастливый союз, в котором каждый из нас останется собой, не должен будет сломаться ради другого, пожертвовать чем-то, уступить чем-то, остаться при своих ценностях и развиваться рядом с партнером. А когда люди ждут в отношениях вот этого вау-эффекта, что я должна всегда себя чувствовать в эйфории, так не бывает. Вот представьте себе человека, который впервые в жизни попробовал апельсин спелый, сочный. Он скажет «вау». Через 2 месяца ежедневного употребления апельсина он уже не скажет «вау». Ни в коем случае. Также и здесь вы адаптировались друг к другу. Любовь должна развиваться. Развивается она за счет интеллектуального развития партнеров. Понимаете? И не нужно надеяться на то, что в вашей жизни всегда будет праздник в отношениях. Праздник в отношениях создается 2 людьми. Поэтому надо взрослеть и верить и созидать любовь, и верить в истинную любовь. Так. Мужчина пялится на других женщин передо мной. Говорил он эту тему. Объясняет, что все мужчины так делают. Оценивают красоту женщины по 10-бальной шкале. Это нормально? Лошара ваш мужчина. Женщин надо оценивать по 100-бальной шкале или по миллионной шкале. По 10-бальной шкале. Передайте ему от меня прямо. Так и скажите. Вот есть один психолог, сказал, что ты лох, тупой. Потому что если ты смотришь и оцениваешь женщину, так ты делай, дебил, это наедине с собой. Ну посмотри на нее, когда твоя женщина этого не видит. Да, действительно, у мужчины в природе смотреть на женщину, не оценивать ее по 10-бальной шкале. Он что, блин, математик хренов, блин. По 10-бальной шкале. Кто определяет эту шкалу? Сам каждый себе, что ли? Ну, он определил на 10 баллов. Ладно, хер с ним. Ну, зачем ты это делаешь при своей женщине? Я вам больше скажу. И женщины тоже определяют мужчин по 10-бальной шкале, а кто-то по 100-бальной. Так и передайте ему. Особенно, когда ваш идет пешком, а мимо проезжает мужик на хорошей машине. Понимаете? Или когда у вашего туфлики, блин, за 3 рубля, а напротив мужик стоит, блин, в мокасинах за 100 тысяч рублей. Вы тоже все оцениваете. У кого какие часы, у кого какая фуражка, блин, у кого какая машина, у кого какая должность. Поэтому пусть он не обольщается. Он оценивает поверхность, а вы внутренность. Вот и все. Но то, что он немножко интеллектуально зацвел и заплесневел, это 100% факт. А очень просто все. Ну да, это твоя природа. Все мужчины смотрят на женщин, безусловно. Равно как и все женщины смотрят на мужчин. Но смотрите на других мужчин и женщин, когда рядом нет партнеров ваших. У вас с мозгами какая-то проблема возникла. Вы не в тот лифт зашли, а они в другой, или пешком пошли по ступенькам. Ну, посмотрел ты на нее, но когда нет твоей женщины рядом, ну и пойди дальше. Нет, он смотрит. Вы же понимаете, что это неуверенные в себе мужики. В этот момент хочется спросить, как ты думаешь, это ты ей нужен? Ты понравишься ей? А ну-ка, поди, расскажи, какой ты. Что свои труселя с черкашом коричневым бросил на корзину, вместо того, чтобы тихонько подзастирать их и бросить в машинку.
Что жопу потирать не можешь нормально, блин. Он на бабу смотрит другую. 2 месяца общалась с мужчиной. Мы мусульмане. Он хотел вторую жену, в итоге поругались и исчез, не пишет. Я с огромнейшим уважением отношусь к исламу. Вот настолько с огромным уважением, что у меня трепет в моей душе возникает, когда я имею возможность говорить с духовно зрелыми мужчинами ислама. Я не советчик вам в этих вопросах. Я могу быть советчиком в вопросах светской психологии. Но, несмотря на то, что я читаю Коран, я его изучаю, мне интересно. Так же, как читаю Библию, изучаю, мне тоже это интересно. Я не могу вам здесь советовать ничего. Это необходимо прорабатывать с психологом-мусульманином, который духовно зрел, который понимает основы, постулаты ислама, который осознает принцип многоженства, который способен рассуждать на основании Писания и как минимум отправить еще к достаточно духовно зрелому наставнику, который поможет и мужчине, и женщине разобраться в текущем вопросе. Точка. А большая жирная. Понимаете? Большая жирная точка. Поэтому здесь вам не я должен советовать. Я, честно скажу, много раз пытался разбираться в этом. И у меня есть своя точка зрения, я оставлю ее при себе. Не хочу ее высказывать. Она может быть абсолютно неверно интерпретирована кем-то из вас. Может быть, она кого-то обидит. Может быть, она кого-то разочарует. Поэтому я не буду ее высказывать. И в таких вопросах, это касается и православных людей, христиан, которые запутались, идите, пожалуйста, к своему духовнику. Идите к православному священнику, идите к православному психологу. Вот идите к ним и с ними разбирайтесь. Да, в отрыве от веры я действительно могу там оказать какую-то помощь. Но привязываться к вопросам религиозным в психологическом консультировании я не имею права. Никакого вообще. Так, муж ушел к своей первой любви, вместе 13 лет с ней был. 5 лет наркоманил, пил, игроман. Сейчас звонит детям раз в день. Финансово не помогает, не работает. Как вести себя? Прыгать, блядь, и радоваться от счастья, что это, блядь, чудо исчезло из вашей жизни. Слава тебе, Господи. Наркоман бухает, не работает, никого. Радоваться надо, салют купить на 102 залпа. 2 оставить про запас. Понимаете? Подпрыгивать от счастья, конфетти раскидать по квартире, детям испечь Наполеон, измазать им лицо кремом заварным. Просто быть счастливой женщиной. Счастливой женщиной. А 2 залпа оставить для его следующей бабы. Ну, в хорошем смысле бабы, я говорю. Никакого сексизма, поверьте. Абсолютно. На всякий случай. На всякий случай. Чтобы она посадила его на эти залпы. Если вдруг у него там что-то... А что, говорит, горевать-то? Наркоман, алкаш безработный ушел. Как мне быть? Как мне себя вести? Ликовать. Ликование. Я бы сел писать какую-нибудь прозу по этому поводу. Прозу бы написал. Вот. Ну или легкое эссе, свидетельствующее о вступлении вашей освободившейся персоны в новую жизнь. Маленькое такое, небольшое. На 10 томов. Так, еще один вопрос и будем заканчивать эфир. Нашла у мужа в телефоне его фото хера. Члена, так понимаю. Пересобачились. 20 лет прожили. Он стал ходить в досуг 24 часа.
Но я не знаю, зачем ваш мужчина фотографировал свой член. Может, ему нравится. Может, он по нему скучает. Может, он его не видит. Так часто бывает за величиной живота. И даже в отражении зеркала. И разные причины могут быть. Я не знаю, что с ним произошло. Я надеюсь, он не на заставке телефонной фотографию члена своего носит. На экране домой. На экране домой. Вот. Без понятия. Без понятия. Что там у него за отдых 24, досуг 24 часа. Член фотографирует. Я с такими ситуациями не сталкивался в личной жизни. В терапии я сталкивался с такими вещами, что я готов прям написать книгу на эту тему. Но боюсь, что потом на меня в суд подадут люди, которые приходили с такими. Так. Муж ушел, сказал, разлюбил, был вместе 65 лет, 6,5 лет, 2,5 месяца практически не общались. И вот позвонил по пьяни, сказал, что все-таки любит и скучает в глубине души. Возможно, вернуть отношения. Ну, по пьяни все мужики любят своих женщин, понимаете? Вот даже самый закоренелый такой, законсервированный, холодный, такой, знаете, вот, я не знаю слов любви, мне чужды эмоции, я никогда не улыбаюсь. Даже он по пьяни начинает признаваться своей женщине, вот, в любви. Почему? У многих мужчин, равно как и у многих женщин, если мы берем телесно-ориентированную психотерапию, присутствуют такие блоки телесные, зажимы. Аня, привет. Эти зажимы и телесные блоки управляются и взаимодействуют, контролируются нашей психикой. Естественно, ну и не только, и блок может тоже отдавать сигнал и контролировать нашу психику. Дело не в этом. Но, когда мужчина выпивает, естественно, входит в состояние измененного сознания, и психика теряет бдительность над блоками. У него идет поток энергии. И пьяные мужики всегда любят своих женщин, они признаются им в любви. Ты моя хорошая, я не могал... Протрезвел, сидит, как будто ему клизму, блядь, 3-литровую сделали. А она спрашивает у него, любимый, а ты помнишь, что ты мне вчера говорил? Что было, то было. Что сказал, то сказал. Не помню. Это нормально, когда пьяный мужчина много говорит о чувствах. В этом нет ничего зазорного. И это нормальное явление, абсолютно. Но попросить его сказать об этом на трезвый глаз было бы вполне уместно. Перезванивайте своим мужчинам после их признаний в пьяном виде. Ну или приходите говорить. Повтори, пожалуйста, Герасим. Итак, острый нож можете взять, кухонный, и возле яичек у него так. Ветерки пускать, так, чтобы звук такой был. Марк, встретимся с парнем 2 года. Изначально отстаивает позицию 50 на 50. Очень хороший как человек и принял эту ситуацию. Ощущаю себя как будто соседом. Но прислушивайтесь к себе. Надо к себе прислушиваться, а не к парню. Это его принцип же. Вас устраивает он. Если вам комфортно в таких условиях, будьте с ним. Некомфортно, значит, вам решать, что делать. Так. Еще 2 минуты, да, будем в эфире. Мы просто позже начали.
Как не быть жертвой? Очень просто. Нужно взять, зайти ко мне на мою страничку Инстаграм, пройти регистрацию на бесплатный курс «Я такая удобная или уникальная». В понедельник будет первый вебинар «Тема личные границы», где я подробнейшим образом рассказываю про абьюзивные отношения, про жертву, про агрессора, про спасателя. Пожалуйста, welcome. 6 лет невозможно тянет к человеку. Вы верите во встречу свыше, кроме биохимии и ебнутой психики. Да я-то верю во встречу свыше. А когда встречаются два зрелых человека, это встреча свыше. Когда встречаются два невротика, не способных быть вместе, это тоже встреча свыше, но немножко ниже, нежели та величина, которая соединяет людей в зрелости. Понимаете? Потому что зрелость и зрелые чувства, и зрелая любовь, любовь к партнеру и любовь к себе, она подталкивает человека быть там, где ему хорошо, а не там, где он страдает. Если вы 6 лет страдаете, не факт, что мы говорим о любви. Мы можем говорить о потребности обладать, о потребности принадлежать, но не о зрелой любви. Будут ли снова вебинары про сексуальность? Конечно, обязательно. Ощущение, что все невротики вокруг. Но мы все отчасти невротики. У каждого человека есть невротические замашки, абьюзивные наклонности. Но кто-то умеет ими управлять, а кем-то управляют они. Считаете ли вы, что есть определенный возраст, до которого можно выйти замуж или родить детей? Чем больше лет, тем меньше хочется. Но по поводу рождения детей, репродуктивный возраст, он имеет определенные ограничения, либо определенные индивидуальные особенности. У каждой женщины все по-разному, поэтому тут вообще как бы ничего сказать нельзя. А то, что вы можете выйти замуж и быть счастливой в любом возрасте, это 100% факт. Все зависит от того, какую вы цель преследуете. Если у вас такого желания нет, ну, пожалуйста, и не надо вам. Почему мужчинам нравятся стервы? Это ошибочное мнение, что мужчинам нравятся стервы. Мужчинам нравятся женщины, которые заботятся и любят себя. Они заботятся о себе, они любят себя, они развиваются, они не позволяют себе быть там, где им плохо. Но, внимание, женщины, которые за ними наблюдают и которых это жутко бесит, это женщины, которые не заботятся о себе, не любят себя и находятся там, где им плохо. И воспринимают тех других женщин как самых настоящих сук. Почему? Потому что они не позволяют себе того, в чем те другие женщины, страдающие, уже давным-давно погрязли. И, конечно же, они будут их считать суками. Потому что той стерве, как вы говорите, в кавычках, скажи, что она овца конченая, и ноги ее больше не будет возле этого мужчины. Другой женщине скажи, что она овца конченая 100 раз, она будет делать все возможное, чтобы ее муж передумал, что она овца конченая. Она будет угождать ему, она будет обесценивать себя, угодничеством заниматься, у ног его валяться, позволять к себе относиться по-скотски и думать про другую женщину, что та стерва. Вот и все. Вот и все. Сейчас. Как не быть слишком доступной, хорошей для мужчины,
Как быть женщиной-загадкой. Купите себе футболку с принтом сканвордов. И все, вопрос решен. И пальто со сканвордами. Это шутка. Что значит быть женщиной-загадкой? Что значит женщина-загадка? Давайте будем честны. Вот мне нравится. Женщина – это книга, которую нужно читать всю жизнь. Блять, если эта книга из 2 страниц, ее уже перечитал 250 тысяч раз, блядь, по кругу, уже наизусть ее знаешь. Может эта женщина, книга, быть загадкой? Он уже и обратно читает, в противоположную сторону, без ошибок. Без ошибок. И туда, и по диагонали. Вот. Все читает. Женщина-загадка – это женщина, которая в развитии находится. Она развивается как личность. Она становится действительно загадкой для мужчины. Потому что она в себе формирует новые грани, неизвестные мужчине. И обнаруживая их, он начинает восхищаться, удивляться, интересоваться, любознательность просыпается. Если женщина не развивается, ничего не делает со своей женственностью, не развивает свой интеллект, не развивает свою сексуальность, как она может быть загадкой? Она разгадка, на поверхности находится. Загадочная разгадка. Вот. Марк, вы пьяный? Ладно, я выйду еще в эфир на днях обязательно. Но еще раз напоминаю, что в понедельник курс стартует у нас. Мега-супер крутая программа. 5 дней. И вот если здесь есть женщины, которые несчастливы, если есть женщины, которые хотели бы изменить что-то в своей жизни, инвестируйте в себя свое время. Вот многие люди рассуждают о том, что были бы у меня деньги, я бы стал счастливым. У каждого человека есть ресурс гораздо более мощный, нежели деньги. Это время. И вы каждый день его инвестируете. Кто-то инвестирует время в невротические связи, кто-то в абьюзивные связи, кто-то инвестирует время в свое развитие. Это разные инвестиции. И инвестируйте свое время каждый день по 2 часа. Просмотрите все 5 вебинаров. Продиагностируйте себя, сделайте для себя выводы. Вы поймете, над чем нужно работать, как и где. После этого делайте, что хотите. Ответственность будет ваша. Ссылка на регистрацию у меня в шапке профиля. Зайдите ко мне на страничку. Марк Бартон, психолог, телеведущий, муж, отец. И там ниже есть ссылочка. Нажимаете на нее и попадаете на страничку, где можно пройти регистрацию. Из любой точки мира. Главное, чтобы у вас интернет был. С понедельника по пятницу. Каждый день в 20:00. Вот так. Где найти этих мужчин? Станьте с женщиной со здоровой самооценкой, они вас сами найдут. Где найти этих мужчин? Ну, они вот прям, меня всегда это прям возмущает. Где найти достойного мужчину? Возникает вопрос, зачем ты ему нужна? Достойному мужчине. Для чего? Что он с тобой делать будет? Об этом я подробно тоже на курсе рассказываю. Всем отправляю лучики добра и любви. Простите, что я таким голосом немножко сиплым говорю, что люди думают, что я пьяный тут, подбуханный сижу. Вот. На днях выйду в эфир обязательно. За мат тоже простите. Немножко не подсдержался, но всякое бывает, знаете. Зато от души. Всем пока-пока. Я этот эфир сейчас захороню обязательно.